Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшний расклад мы посвятим гаданию на отношения и посмотрим с вами, что происходит с загаданным человеком из-за вас. По традиции начнем с сигнификации ваших отношений и посмотрим, что происходит в отношениях, а потом посмотрим все вытекающее из отношений на здесь и сейчас. Настройтесь на себя, на свою ситуацию. Не забывайте о том, что это общий расклад. И здесь вы получаете для себя подсказки, советы, инсайты. С другой стороны или по-другому смотрите на отношения или на ситуацию, которая сложилась в этих отношениях. Итак, уверен, что вы настроились. Не забывайте писать обратную связь и комментарии, что чувствуете в результате расклада и что чувствовали до гадания и что почувствовали после. Что происходит? Восьмерка кубков. Мужчина или ушел, или отдалился, или думает отдалиться. Но как минимум это мужская карта. И здесь отдаление. Может быть, женщина подумывает отдалиться, уйти. Или думает, а вообще нафиг оно мне надо. Тоже ситуация может быть такая, вроде бы и все хорошо. Но, как бы, знаете, вот это все хорошо, от этого всего хорошо в голове светлых мыслей не добавляется. Да, это не подумайте, что это шляпа такая. Нет, это вот как будто темные мысли, знаете, как кто-то себя в этих отношениях накручивает до того, чтобы это все разорвать. Да. Вообще карта мужчина ушел или уходит, или отдаляется, или женщина думает об этом, или думает, а почему он отдаляется, а почему мы были раньше испытывали столько чувств разных, да, хороших, там больше, наверное, и хороших было. А вот сейчас вот какая-то вот такая вот ситуация. Да. Ну, как минимум, вот, сейчас женщина очень много думает, да, в больших таких, в глубоких раздумьях находится и рассуждает много, да? Сравнивает чувства с мыслями, может где-то даже в каком-то кафе или ресторане сидит себе так. Далее. Семерка здесь идет. По семерке я вам так скажу. Нужно что-то делать. То есть назрелая ситуация, ее нужно решать. То есть нужно или рубить Гордеев узел, или уйти, или остаться. И нужно принять решение. Так больше нельзя. Вообще, все-таки карта такая об отдалении, поэтому, скорее всего, нужно принять решение о разрыве или поездке какой-то. Но, как минимум, нужно или отдалиться, или сделать окончательное решение. Да, принять окончательное решение. Колесница все-таки. Двойка мечей можно, но сделать это практически невозможно. То есть женщина вот здесь как минимум не может принять того, что мужчина уехал, отдалился, что она теряет этого мужчину. Ну, может быть, мужчина тоже... Женщина отдалилась, да? Мужчина не может отпустить женщину. То есть вы друг друга по двойке мечей нифига отпустить не можете. То есть как минимум это карта смирения или принятия. Соответственно, некого отдаления, некой дистанции вы принять не можете. Может быть такое, что мужчина просто хлопнул дверью и ушел. Хотя он не сильно и хотел уходить, вот, исходя из восьмерки чаш. Восьмерка чаш такая карта, когда нужно уходить оттуда, откуда не очень-то и хочется уходить. Вроде бы было бы не все так плохо. Да, я же говорю, что, скорее всего, и хорошего было больше, нежели плохого. Окей. Сейчас, как минимум, вы стоите перед дилеммой. Ни мужчина, ни женщина не может принять окончательного решения. И где-то, может быть, вы... Ну, здесь как? Мужчина может перекладывать на женщину ответственность или женщина на мужчину. Да? Если вдруг мужчина ушел здесь, то ни женщина, ни мужчина еще этого не приняли. Пока что.
Ну, то есть, как бы, действия есть, а осознания нету. Такое часто, кстати, бывает. Выглядит это все очень-очень на букву Х. Не подумайте, что хорошо. Здесь пятерка мечей. Может быть, мужчина ушел из-за того, что его обвиняли в зраде, да? Ну, в предательстве. Вот. Пятерка мечей часто о предательстве. Как минимум, то, что между вами произошло, оно могло быть, знаете, как я доказал, или я доказала, или ты напросилась, да, или ты меня вынудил, вынудила, или ты меня вынуждаешь это сделать. Могла быть измена здесь, могли быть обвинения в измене, и, ну, такое сложилось какое-то невыносимое отношение к партнеру, с которым было раньше хорошо. Прям вот невыносимо. Смотрите, это ваша ситуация или нет? Учитывая тут пятерку мечей, да, и эту рыжую бестию, да, ну, она могла быть здесь камнем преткновения. Ну и давайте последнюю карту в ситуации посмотрим. Такое, знаете, я тебя люблю, и ты меня любишь, да, и он тебя любит, и ты его любишь. Но как бы бросить я тебя не могу, двойка. Но дистанция необходима. То есть, ну, как минимум, любовь какая-то есть, чувства еще сохранились. Тем более, еще раз говорю, что, возможно, больше было хорошего, нежели плохого, да. Но принять пока вот эту боль, здесь боль, обида, принять это, вот стадии принятия еще нету. Поэтому, скорее всего, здесь пауза. Ну, как бы сейчас что происходит, да, пауза, дистанция. Но вы все равно вместе и мыслями, и чувствами. Здесь двойка мечей, это мысли, это постоянные мысли по кругу. Ну и у вас, и у него в паре, и тут в паре чувства. Но простить, принять вот это весь негатив, который взорвался так. Он, понимаете, вот колесница это как? Это готовиться, но не ехать. Это стоячая очень карта, то есть никак не реализовать что-то, да. И оно накапливалось. Вот как бы надо уйти, да, или надо что-то сделать. Но оно стоит, оно как бах и взорвалось, да, то есть по сути подогретый чайничек, подогревался, а носик был закрытый, и все, и взорвался, да, то есть произошел взрыв некий. Здесь вот очень много доказательств, здесь очень большая энергия выплеснулась. Во что бы это ни стало, я это сделаю, да, я этого добьюсь, и я тебе докажу, и, ну, тут вот и хлопнув дверью могло быть, да, а потом, ой, боже, что я наделал или что я наделала. Еще раз, женщина тут тоже могла уйти и, знаете, просто на очень сильных эмоциях. Вот здесь могли быть эмоции, как крик души. Ну, у него то же самое. То есть здесь оно в паритете. Мужчина и женщина проживают приблизительно одинаковые такие эмоции, потому что вот эти две карты говорят о том, что как бы были судьбоносные отношения, все равно 8 и 2 это колесо фортуны объединяло. Ну а доказательства и амбиции здесь сыграли свою роль. Не всегда там добрую шутку, давайте так скажем, пошутили. Ну давайте дальше посмотрим. Почему, какая причина заставила его идти? Ну вот, или ее, смотрите, мужчины, женщины тут. Какая причина заставила его, ее идти? Восьмерка монет, ну, во-первых, это перспектива всегда, да. С другой стороны, это деньги, работа, успех, ну и усилия. То есть здесь усилия прилагались, а скорее всего, либо отдачи не было какой-то, да. Вот она, да, не движение какое-то здесь, застой. То есть обратной связи не было, отдачи не было, результата не было. Да. Почему она ушла? Не было результата. Видите, она здесь, ну, так, знак беременности, да, результат, да, плод. То есть, по сути, как бы оно было бесплодное, это чувствовалось, да. Эти усилия были бесплодные, да.
Давайте теперь посмотрим, куда, в каком направлении двигалась эта колесница. Куда он ушел, она ушла. Ну, в каком направлении, это как. Ну, она может быть у ребенка, у сына, у дочери, ну, у детей. Это раз. У родителей тоже может быть. Дальше. Куда еще здесь может быть? Это восточнее, в сторону востока. Это может быть и работа, это может быть там, где работа, то есть человек может быть в районе работы находиться, в районе денег, поближе к деньгам, все равно это деньги, Паш. Но больше, если у кого, то это у детей, у родителей находится человек, и там, где есть деньги, да, там, где, как говорится, рыба ищет там, где глубже, а человек там, где лучше. Ну, здесь похоже на... Больше всего здесь похоже на сына, именно сын, именно мужской пол. Именно дети больше так. Почему? Ну или отца у родителей. Все равно дети на первом месте, а родители на втором. Тем не менее, деньги здесь играют решающую и ведущую роль. Обеспечение, комфорт, материя, да. То есть, может, не хватало все-таки, да. Есть, кстати, такие ситуации, но вот не все мужчины подходят женщинам и женщины мужчинам по какой причине. Вроде все хорошо, начинают жить. Если, ну, как бы духовная связь вроде есть, ок. Ну, вроде бы, да. А материально, на материальном уровне она не плодит, да, то есть мужчина не реализуется никак. А потом, например, мужчина уходит к другой женщине, и у них там все на материальном и на духовном уровне тоже ок получается. И наоборот, то же самое. И женщина может уходить к другому мужчине. То есть здесь оно как бы как два полушария термоядерной реакции. Они не всегда подходят друг другу. Ну, здесь материальный посыл имеет очень весомое значение. И самореализация мужчины и женщины тоже имеет значение. Мужчина здесь мог не чувствовать себя женщиной взрослым, нереализованные амбиции. Ну и мог ли это быть мезальянс, где женщина старше, постарше, давайте так скажем. Да, могло быть здесь. Мужчина тогда здесь как ребенок недореализованный, да, вот здесь вот эта недореализация в этих двух картах. И мало того, что он недореализованный, он тогда еще и зависимый и не может это принять. 14 принятия, да, здесь 12 повешенный, так вот идет. Окей, ну давайте дальше. Смотрите, вот то, что я говорил вам только что. Мужчина не может принять императора. Не может себя реализовать мужчиной. Можно на этом, в принципе, и заканчивать расклад, да, где, ну, если мы ищем причину, почему он ушел. Мужчина именно. А почему женщина ушла? Мужчина, не обижайтесь, но здесь не дотянули вы до императора. То есть вам надо было быть пожестче, построже, помужественнее, да, вот посильнее, повластнее. Мужчина не реализовался, не мог, а женщина тоже не получала вот этой вот маскулинности, мужественности от вас, да, если вы с точки зрения мужчины смотрите. Окей. Как минимум, знаете, как... Ну, где-то вы даванули, может быть, как женщина на этого мужчину. Придавили его, да, даванули, нажали, прижали его. Опять-таки, не хватало вам денег или он не мог это сделать. Тоже второй вопрос. Но тут именно вот давление эго, да, такое. Давайте посмотрим теперь. Вот это предательство. Оно что? Да, вот как оно выглядело. О чем эта пятерка мечей? Самая такая коварная карта. Коварство часто. Это жуткое предательство. 14. Могла ли быть здесь измена? К сожалению, да. Ну, я объясню, почему могла быть. Здесь 14, вот эти две карты играют. Да? А 14 это страсть, это слияние. Тут даже мог быть ребенок на стороне, а вы не знали. Мог быть. Мог быть и ребенок на стороне, а вы знали, но оно все равно как предательство, как... во-первых, и как измена, как секс мог быть. Опять 14, да. Слияние, да. Ну, а с другой стороны, это в голову не помещается, как такое могло быть. Поэтому здесь могло быть самое худшее. Поэтому
Вот эта пятерка мечей — это худшее, что могло быть в ваших отношениях. Поэтому ни вы, ни он и не может принять этого до сих пор. Хорошо, давайте смотреть дальше. Вот здесь есть любовь. И не может она вас отпустить, да? Не может. Давайте посмотрим, правда это или нет. Проверим на правду, да? Проверим на правду это. Да, пока не может. Ну, но здесь и сейчас не может. Объясню, почему, да, боится просто. То есть здесь еще такой процесс принятия происходит, да, соглашение, да, с ситуацией. Нет, почему? Потому что боится. Страх движет девятка мечей и восьмерка мечей. Девятка мечей — это высшее проявление страха, а восьмерка — это такое нагнетание, поддержание страха, да, то есть как бы, ну, оно идет по остывающей, когда-то может остыть, когда-то может разлюбить, вот это вот, оставить сможет когда-то, да, то есть тенденция такая, что человек, ну, постепенно, ну, остывает это вот. Огня, кстати, тут нифига нету вообще. Смотрите, здесь вот только в Овне огонь вот в этом, и то это больше, ну, все-таки это больше земная карта, нежели пламенная, да. Дом-то земной, тельцовый. Но он Овен, он как проявление огня. Ну, то есть тут как бы какая-то была вспышка такая, да, вспышка, прорыв и воды, да, и огня. То есть лава потекла, да, вот. Но как бы нарыв прорвался, да, и он такой лавой вытек, да. И теперь вот, ого, нифига себе, вот это мы наделали. Что же мы наделали, что же натворили мы. Окей. Давайте посмотрим, что он думает, ну, на перспективу себе, на будущее. Его мысли на будущее, пока мы сейчас пройдемся по мыслям. Его мысли на будущее. Что он думает на будущее? Здесь движение, пока думает он, ну и она может думать. Ну, тут больше про мужчину смотрим. Он думает о том, чтобы держать дистанцию. Чем дальше, тем лучше. Он пока так считает. Ну, окей, пусть считает. Дальше. Что он думает? На что он претендует? Что он хочет получить? Вот амбиции, а вот желание иметь. Что он хочет получить? Ну, он хочет получить бизнес, деньги. Опять, видите, имеет тут деньги, да? Успех, не хочет проиграть, где-то хочет даже получить какую-то перспективу для себя. Может ли это быть перспектива для отношений? Ну, потенциально, да. То есть этот человек, который рванул куда-то, он не разорвал все. Ну, вот эти две карты, они не разорваны до сих пор. То есть он как минимум привязан. Я вам покажу, вот и привязка еще, вот семерка и пятерка — это повешенный через урегулирование. То есть как бы он оставляет где-то в мыслях вариант для компромисса. Тут не бескомпромиссное какое-то движение. Да? Не бескомпромиссное. Что решает в своей голове мужчина вот прямо сейчас, да, вот, или что он не может решить пока даже все-таки. Что этот император не может решить? Давайте вот так спросим. Что он не может решить? Да, он реально не может решить, сомневается, и опять это связано с работой, с усилиями. Он не понимает, нужно прилагать дальше усилия, нужно инвестировать сюда свои силы. Успех, достигнет ли он успеха? То есть он все-таки сомневается в императоре как в себе. Он даже может себя как-то критически оценивать сейчас, ну и мужчина, и женщина, особенно мужчина. А правильно ли я поступил, да? А реально ли я, ну, не перегнул ли я палку, да, таким образом. Хотя, видите, упрямство, да, оно дает ему желание быть подальше, да, как бы спрятаться. Ну, здесь еще пробивается такой инфантильный мужчина, да, инфантильность. В нас, в каждом она есть. Просто она пробивается. Потому что долго сжималась эта пружина. Да? Пружину, если долго сжимаешь, она рано или поздно разожмется. Да? Вот. Но вот здесь есть такие проявления, где он хочет быть каким-то таким более решительным, что ли, и принять
ответственность на себя. Вот сейчас он сомневается в том, что ему все это нужно. Эти сомнения все равно есть, и сомнения в сторону женщины, да, он смотрит. Окей. Давайте посмотрим, а что это такое немыслимое, как он видит это немыслимое в своей голове, да, то есть что это произошло по его мнению, как он видит эту ситуацию, Но я всегда смотрю, исходя из комбинации карт. Ну для него это тоже армагеддец, скорее всего. Ну, даже если, смотрите, даже если для вас, как зрящего, это не Армагеддон, ну, то здесь для него это конец света. Ну, как бы реально не может он вложить в свою голову, в свою парадигму. То есть его точка сборки, ну как бы его осознание, да, его реальность, она такое вообще, оно туда не вписывается, да. То есть если он накосячил, то он думает, да, я реально накосячил, но сопоставить, да, то есть как бы контролировать точку сборки он не может, поэтому у него еще оно все какое такое, знаете, как желе, да, мир его как желе. То и точно так же может быть и у вас, кстати, да. Поэтому, как бы, я вот, если так сказать, то такое не прощается вот здесь по этой вертикали. Это, как бы, ни в одни ворота не лезет. Ну і, це знаєте, як українською кажуть, це занадто. А що занадто, то не здраво, да? Або, є ще такий мем, як кажуть, це мерзость, да? Це мерзость типи, типа того, да. Ну, что ж, бывает в жизни всякое, да. Бывает в жизни и огорчение, да, не только что. Хорошо, что он еще думает, да? Ну и по отношению к вам, если вы там как женщина что-то или мужчина отчебучили, ваш партнер может это тоже так воспринимать. И очень сомневаться теперь, а нафиг оно надо, да? Окей, давайте теперь посмотрим, как он считает, вот ваш партнер, тоже это мы мысли смотрим, что готовит судьба. Вот здесь 2 и 8 это судьбоносное что-то. Куда его судьба дальше? Или как он распорядится? Вот, слышите, родилась. Как он распорядится своей судьбой? Не может он пока вас отпустить. Он все еще, да, вот оно, знаете, вот это действительно шок, это сдвиг точки сборки. Я вам так скажу, после того, что у вас произошло, ваши отношения похожими на прошлое уже не будут. Вам придется с чистого листа начинать. Вам даже не исключу. Я здесь не давлю на это. Это карта очищения. Да, может быть, вам придется даже... Не было никакой магии, но вам придется чистки делать из-за того, чтобы адаптировать точки сборки восприятия вас и вашего партнера к новой реальности. То есть это, когда делается чистка, что мы делаем, когда мы делаем чистку? Мы делаем очень сильный толчок по точке сборки, да? Мы ее пытаемся сдвинуть с того места, где она уже не динамичная вообще, да, то есть где она работает в какой-то определенной частоте. Мы ей даем возможность работать в разных частотах. Тут точно так же. И даже вот эти эмоции, которые вышли очень тяжелые вот здесь, да, и здесь, и здесь, и здесь. И здесь, и здесь, да, вот это все очень такие тяжелые карты. И их нужно как-то привести в состояние порядка. Но что он думает на будущее? Он все равно, ваш партнерша оставляет зазор, чтобы как-то это реанимировать. Вот как это будет происходить, вот можете написать в комментариях. А я знаю, как это будет происходить. Или наоборот, а я не знаю, как это будет происходить. Но пусть это произойдет, да, если у вас вот такая ситуация. Окей, больше такое на какой-то очень сильный кризис, да, вот этот расклад. Вот он и вылез. Где же оно у вас выстрелило? Вот эти 2 карты выстрелили. Но они не могли не выстрелить 14. Знаете, как здесь и ангел, и демон сошлись в одном месте. Окей, что чувствует загаданный человек? Просто вот таким экспрессом пройдемся. Что чувствует в чувствах? А вот видите, вот оно 14. Попытка урегулировать. Вот оно 14.
чувствует, что все наладится, как ни странно, да. Ну, видите, опять звезда. Видите, я вам так скажу. Вот тот человек, на которого вы гадаете, он, по идее, по своей сути, мог бы или есть оптимист. Не знаю, что ему дает оптимистичность. Его, может быть, детский какой-то характер. Может быть, его, наоборот, мужской характер, да. То есть в каждом мужчине есть ребенок, и этот ребенок может быть мужчиной, да, в зависимости от обстоятельств. Он чувствует к вам привязанность, любовь, такие чувства единения душ, родственных душ. Вы скажете, а как родственная душа может причинить столько боли и страдания? Может. Разные обстоятельства, и знаете, как иногда мы забываем, что мы есть души, да, и входим вот в это состояние точки сборки, где мы материалисты, да. В материальном мире оно деньги, материя, деньги, форма, да, то есть форма. Дьявола нету, но тут может быть даже и соблазн, да, красивая женщина какая-то попалась, красивый мужчина, да. Ну, как измена, да, она произошла. А души родственные будут. А кто сказал, что души не проходят какие-то испытания в материальном мире, да? Это ж мы не можем отрицать. Нет. Поэтому, ну, вот так. В пространстве вариантов есть все, и, ну, как в книге «Бытия» написано все, да, по сути. Окей, давайте еще что. Ну, то есть он чувствует к вам вот эту вот дистанцию, с одной стороны, что вы далеки, а с другой стороны, он не может вас отпустить. У него в чувствах мысли о вас постоянные. И они крутятся по кругу, по вот этой карте. Что еще чувствует? Он чувствует, что или вернется, или будет шанс, может быть, через время, что вы будете каким-то образом либо вместе, либо будете встречаться, да. Да, он может сейчас сомневаться, но чувствует еще, что погорячился этот человек. Здесь паш жезлов, а паш жезлов это иногда горячка, да, то есть, говорится, спорол горячку, погорячкував. Окей. Что еще чувствует? Ну, здесь мир. Чувствует, что будет выход и будет какая-то связь с вами. Возможно, выйдет на связь, возможно, как-то даст о себе знать. И если хотите, чтобы появился, дал о себе знать, он, она, неважно. Даже что-то за ребенка переживает. Тут, смотрите, ребенок, здесь мир рождения. Здесь ребенок рядом рождения, да, здесь отец. То есть, ну, если вы переживаете по поводу того, будет ли там помогать мужчина ребенку, если вы вдруг разошлись тут, ну, не приняли это еще, да, или хотите расходиться, да, скорее всего, будет помогать. Здесь с детьми все будет хорошо. И этот Армагеддон, смотрите, 20, а здесь 21. Здесь гармоничное развитие событий этого звездеца, давайте так скажем. Вы за гармоничное развитие событий этого звездеца, да или нет? Вот напишите, я за гармоничное. Или я против, куда там уже? Какая тут может быть гармония, где, извините за выражение, так, насрато. Да? Ну и повешенный. Ну, смотрите, кармический узел не развязано, да? И вот он повешенный, то, о чем я вам говорил. Этот человек в чувствах не может вас бросить, и этот человек будет... Вот если это отношения качелеобразные, да, где он там, то там, на двоих, то они могут тянуться бесконечно долго, до тех пор, пока вы не, вот то, что я говорил, по обряду не отрежете эту привязку, да, то есть этот человек и в мыслях, и в чувствах будет все время рядом, а вы будете его чувствовать. Но, с другой стороны, он будет помогать вам, там, как-то с вами взаимодействовать, возможно, общаться, хотите вы там этого, не хотите, но он всегда будет отвечать вам чем-то, да, какой-то там поддержкой. То есть, такое... забанить этого человека у вас не получится, да, вам придется только энергетически от него отвязываться до уровня, когда вам все равно.
Почему говорю уровне все равно? Ну вот он 14 это урегулирование здесь на высшем уровне. Здесь оно только в цифрах проявляется, а здесь уже в старшем аркане. Здесь вот это остывание некое, а здесь вот такая другой мир. То есть вам для того, чтобы этого человека отпустить, нужно настолько поменять точку сборки, точку восприятия мира и себя в этом миру, да, или поместить в другой мир, чтобы у вас не было вот этого вот кармического узла. По сути, как бы кармический узел в связи с этим не развязан, будет продолжение развития событий и будет возвращение, но оно будет совершенно другим, и он это чувствует, и он это где-то, ну давайте так, он еще пока не осознает это, но подозревает и догадывается, ведь он же не глупый, да и вы, поверьте, совершенно тоже не глупы. Давайте посмотрим, что здесь, давайте, скажут карты, да? Стоит ли держаться за эти отношения? Но здесь как бы мы не задавали вопрос, держаться, не держаться, оно держит до сих пор, и оно будет держать, да? Хорошо, все равно, стоит ли продолжать эти отношения? Здесь будет решать женщина. И здесь нужно прислушаться к своему сердцу. Ну, по этой карте это удержание все равно, рак, да? То есть это рачья нора, то есть сохранение. То есть, скорее всего, ну, и высшие силы вам советуют сохранить, ну, а вы уже как женщина решайте. Мужчины, слушайте, а решать здесь будет женщина. Вы сколько не будете тут дальше что-то, ну, дергаться на веревке, да, женщина здесь за вас решит. Там она будет с вами, не будет, простит она вас, не простит, ну и так далее. Ну, здесь так, а вы напишите, как у вас. Давайте посмотрим, есть ли тут счастье, будет ли счастье при вот этом, мне кажется, несчастьечке, да? Колесо фортуны, вы проживаете действительно кармическое какое-то испытание с кармическим узлом. Все зависит от вас. Здесь будет и счастье, и несчастье, да? Вот несчастье уже какое-то произошло, да? Ну, давайте еще посмотрим. Будет ли свет в конце тоннеля, да, вот так. Всем управляет любовь. В принципе, потенциально все возможно здесь. Позитивное. И карта влюбленных завершает этот расклад. А вы мне напишите в комментариях, что чувствуете, чем закончатся ваши отношения или чем они уже закончились, и как они отображаются в этой карті. Міра вам і вашим мірам. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. Та не забувайте допомагати силам світла, які знищують сили темряви, яка періодично з'являється серед дня, не очікуючи цього. І нехай кожен день приносить вам щастя від відчуття кохання. До зустрічі і на зв'язку. Па-па.